Здравствуйте, друзья! Сегодня на моем канале прекрасный гость Стив Кауфман. Я думаю, что он не нуждается в представлении. Вы наверняка смотрели его видео. И сегодня Стив согласился уделить мне немножко своего времени и ответить на некоторые мои вопросы. Надеюсь, что это видео вам понравится. Если вам оно понравится, пожалуйста, дайте нам знать лайками и комментариями. И не забудьте подписаться на мой канал и на канал Стива. Спасибо и здравствуйте. Здравствуйте, Стив. Итак, Стив, вы уже были на огромном количестве интервью, и я посмотрела некоторые из них, и мне хотелось бы посмотреть на вас сегодня немножечко с другой стороны. Я знаю, что вы родились в Швеции, я права? Да, так, да. Скажите, пожалуйста, на каком языке с вами родители говорили дома? Но я не вспомню в Швеции, как это было, потому что там, когда мне было 5 лет, мы уже эмигрировали в Канаду. Но я думаю, что в Швеции стал шведский. Но когда мы я должен сказать, извините, я очень долго не говорил по-русски, я занимаю арабский и персидский и все прочее, поэтому будет немножко сложно в начале. Но когда мы приехали в Канаду, мои родители сказали, мы сейчас в Канаде, мы будем говорить по-английски. И с моим братом дома мы всегда говорили по-английски, не по-шведски. И должен сказать, что мои родители родились в Чехословакии или в Венгерской империи, да? Поэтому их язык были или немецкий, или чешский. Угу. Вас они не учили этим языкам? Нет. Были попытки, как это сказать, они хотели, чтобы мы, братья и я, учили французский. Иногда в ужине папа или мама сказали, сейчас мы будем говорить по-французски, потому что в школах у нас были преподавание французского языка, но это мы будем, я вспомню, мы говорили по-французски 2 минуты и потом по-английски. Поэтому мы сопротивлялись, не хотели, не французский, не немецкий, только английский. Я вас поняла. Хорошо. А вот вы владеете таким большим количеством языков. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь смешиваете их? Вот вы начали говорить по-английски, а закончили фразу по-русски, например. Такое бывает? Нет, я не буду смешивать английский с русским, но когда мы что-то просили в начале, я сказал так и не да. Поэтому язык очень похож, очень близкий язык. Например, украинский, русский, польский, это очень... Польский я совсем не очень хорошо говорю, но по-украински лучше. Очень просто смешивать. Итальянский, испанский, португальский, шведский, немецкий можно. Но если я продолжу говорить, но это смешивание не будет. Это только в первом начале. В самом начале, я вас поняла. Вот вы знаете, когда я думала про вопросы, которые я хотела бы вам задать, мне пришел в голову такой, может быть, немножечко глупый, но я всем своим друзьям, которые говорят на нескольких языках, его задаю. Вот скажите, пожалуйста, на каком языке вы видите сны? Это зависит от содержания. Но только по языках, которые я говорю свободно. Может быть французский, может быть японский, иногда китайский. И других невозможно. Хорошо, интересно. Спасибо большое.
Ну, а теперь давайте перейдем непосредственно к изучению языков, да, к обсуждению того, как люди учат язык. Вот первый вопрос в этой теме у меня. Как вы думаете, есть ли у людей талант к языкам, или изучение языка это только труд и время? Я думаю, что талант есть, то есть разница между способностью разных людей э, учиться, но эта разница не очень большой. Я думаю, что мотивация людей более важна, и поэтому сказать, что ну, я не могу, или Стив, он очень просто изучает языки, я не могу. Знаете, когда я изучаю язык, это я проведу много времени и много усилий, чтобы изучать эти языки. Это непросто. Как это, необходимо делать усилия. Конечно, когда я в юноше, я слышал или немецкий, или в Монреале французский. Может быть, это меня помогало. Но я был один раз в Монреале, был там конференция полиглотов, и я спросил, я говорил перед 500, выступал перед 500 участников, maybe, I don't know. Перед участниками, окей. Перед участниками я спросил, сколько людей из вас родилось в язычные what is it? Not familia, but I forgot. Семья, да? Семья. Не, был там несколько, 2, 3, 4. Поэтому эти люди, эти полиглоты, у меня был превосходство. Я родил в фамилии, где я слышал, хотя я не хотел изучать, но я слышал немецкий. И первые 5 лет моей жизни я слышал шведский. Может быть, мой мозг стал побольше гибкий, но и это очень важный элемент, чтобы изучать языки. Но эти людей, это условие не было. И они тоже говорили на 5-10 языках. Поэтому я думаю, что и разница есть, но это не самый главный, самый важный элемент. То есть, если человек хочет выучить язык, он его может выучить, да? И оправданий, что я не могу, у меня не получается, нет таланта, это не принимается. Не принимается. Потому что изучение языков это не сравнение, это не компетиция, это не он лучше меня, я лучше его. Это не вопрос. Вопрос, сколько вы можете наслаждаться, сколько вы можете, как это сказать, наслаждаться, enjoy the process, самый процесс изучения языков. Да, получать удовольствие от процесса изучения. Получать удовольствие, Да, это самое главное. да. Да. Хорошо. Вот вы очень часто в своих видео говорите про мотивацию. А скажите, пожалуйста, вот какие бывают цели, когда мы учим язык? Потому что вот цель «я хочу выучить русский язык» — это, ну, не очень хорошая цель, да, мягко говоря. Вот какие вы для себя ставите цели, когда учите язык? Ну, конечно, целей много бывает, да, и есть людей, которые должен изучать какой-то язык для работы или потому что есть или жена или муж из этого язык или что-то. Есть. Но в моем случае,
я изучаю язык, потому что я хочу узнать о других культурах. Просто. И когда я начинал изучать русский язык, когда мне было 6-10 лет, 15 лет тому назад, был там две мотивации. Один, ну, когда мне было, я не знаю, 6-10 лет, 16 лет, я читал роман русской литературы Достоевского или Толстого по-английски. Я хотел это читать по оригинале. Это был один мотивация. Еще один мотивация. Когда я учил китайский или японский, я был уверен, что чтобы выучить язык, надо привыкнуть и не надо сосредоточиться на грамматике. И много людей мне сказали, это не, в случае русского языка это невозможно, потому что русский грамматика это очень-очень сложно. И я решил попробовать. И случится, что я говорю по-русски с ошибками, много ошибками, но все-таки я почти все понимаю, и я могу общаться. И просто. И если я буду больше говорить, я буду говорить с меньшими ошибками. И сейчас я очень долго не говорил по-русски, я делаю больше ошибки. Нет, вы говорите замечательно. А вот скажите, пожалуйста, все-таки я большой сторонник грамматики, и я считаю, что в частности по-русски, не изучая грамматику, говорить нельзя, да? То есть я посмотрела ваши видео, я посмотрела, изучила немножко ваш подход, и я понимаю, очень здравая идея у вас, то, что нужно много слушать, привыкнуть к языку, но все равно рано или поздно придется взяться за грамматику. Вы с этим согласны? Да, согласен. Но лучше поздно, чем рано. Да, но, конечно, в первоначале надо что-то понимать о языке, как это работает. Более или менее. Без усилия вспомнить, да, надо, во-первых, надо привыкнуть. Потому что в первоначале все эти объяснения не имеют значения. Если в первоначале вы будет сказать, что в русском языке 1 год, 2, 3, 4 года, 5 и больше лет, я не буду понимать, я не буду верить, это невозможно. Но после много слышания, чтения, я уже имею опыт с этом языке. Поэтому все эти объяснения после того, что я уже имею этот опыт, имеет значение, и я не попробую это вспомнить, но это помогает меня, когда я слушаю, когда я читаю, и иногда читаю правильные грамматики, и я могу это, notice? Заметить, я могу это заметить. Но если у меня нет этого опыта, все эти объяснения и особенности, все усилий, чтобы это вспомнить или писать экзамен об этом, это я тратит времени, это не мне помогает. Надо привыкнуть. Это был мой опыт с русским языком, с немецким языком. Надо больше слушать и увеличивать словарный запас. Да. И если у вас, вы можете развивать способность понимать, да,
Поэтому, конечно, в случае русского языка есть падежи, да? Да. И если я буду путаться с падежами, это меня how would you, I forgot so much Russian here. Мешает понимать. Будет понимать немножко иногда не очень точно. Но есть такой из содержания я могу понимать. И если я Хорошо. буду много слушать и много читать, мой мозг будет понемножку, постепенно привыкнуть с языком. И потом, когда я читаю объяснения, да, я понимаю, да, Можно конечно, задам вопрос? конечно, окей. А вот у меня такой вопрос, Стив. Да-да. А вы не думаете, что, может быть, немножечко заходите с другого конца в этой теме? Потому М. что действительно, если я вам скажу, что в русском языке в родительном падеже единственное число такое, множественное число такое, это кошмар. Но это ведь и не Да. делается сразу, да? Вы не думаете, что это немножечко изобретение колеса, если студент сразу не прочитает в книжке, что в русском языке есть 3 рода: мужской, женский, Ну, средний. конечно, Да, надо, есть да. падежи, есть и попутно один за одним, там, начиная с какого-то первого, самого простого, пройдет этот путь. Да. Да, согласен. Это надо сделать. Фундаментальный правильно надо объяснить. Но надо сказать, что в русском языке есть много-много численных правильно, и я буду вам это объяснить понемножку, постепенно, но не надо попробовать вспомнить. Нет необходимости. Я вам покажу, что там есть. И понемножку вы можете, может быть, 6 месяцев попоздно вы будете понимать или вспомнить. То не надо думать, что у вас есть необходимость вспомнить. Нет, я только вам покажу. И я думаю, таким способом, таким образом, может, вы должен объяснить, как это язык работает. Да. Да. Хорошо. Но Хорошо, я когда мы соглашусь. думаем о грамматике, мы думаем о тест, да? И я думаю, что это плохо. Хорошо. Грамматика, да, самый процесс насчет обучения словарный запас. Все, что вы обучаете, вы будете забыть. Изучение языков, yes. Это процесс вспомнить и опять учиться, и опять забивать, и опять изучать, и опять забивать. И это правильно для словарный запас, для грамматики, да, все. И поэтому, когда в традиционные способы обучения языков всегда есть тест. Какое количество баллов, да? И это плохо. Соглашусь с вами.